Да, привет, привет, мои дорогие. Очень рада вас всех видеть. Очень рада, что из всех дел, из всех возможных вариантов развития событий этим вечером вы выбираете вариант развития событий, побыть здесь с нами в эфире и поговорить, подумать, послушать. Итак, традиционно, что мы будем делать сегодня? Да? Час нашего золотого времени, ну плюс-минус, там, может быть, чуть больше. Да. Мы поговорим с вами о том, какие мысли нам мешают жить, какие помогают, как мы делаем выборы, как мы совершаем все то, что совершаем, под воздействием чего мы это совершаем. Поделюсь новыми историями из своей жизни. Приключений на прошлой неделе хватило, есть чем с вами поделиться. У меня тоже идет подготовка полным ходом. Сегодня была весь день генеральная уборка, телефон в руки не брала, открываю там море сообщений. Вот. И это идеальный день для разбора завалов, уборки, подготовки, потому что сегодня день... А вы знаете, что сегодня еще, кроме того, что самый лучший день на разрушение и очищение, да, это вот как раз про уборку, сегодня еще идеальный день выбора. День, который называется в лунные сутки древо познания. Познание добра и зла. Да? И вопрос, что мы выбираем. Сегодня невероятно важно не ошибиться в своем выборе. То есть если у вас предстояли какие-то выборы, ну это именно сегодня. Те, кто знает лунный календарь, а я его люблю, я ему следую. Сейчас уже могут сказать, что что-то очень много у меня про календари, но вот как-то... Живем мы по этим циклам, да, по всему тому, что для Земли предначертано, и нравится нам, не нравится, поэтому вот сегодня очень важно делать самые мудрые выборы или не делать никаких выборов, или вообще не принимать никаких решений, да. А сегодня очень важно заниматься творчеством, исследованием, сегодня очень важно погружаться в себя, получать ответы на давно волнующие вопросы. Ну и сейчас к вечеру, если у нас с утра было невероятное количество энергии, то если сейчас у вас ее мало, то это нормально. То есть к вечеру такой колоссальный спад и время для самопознания, для размышления, для ответов на вопросы, для внутренней трансформации через все то, что вот происходит с вами прямо сейчас. И что же сподвигло? Знаете, как у нас получается на нашем канале большая часть тем как раз про мысли, про слова, про выбор, про право быть собой, про твой путь и все остальное. У меня сейчас, если зайти в мои видеозаписи, да, или вот в ленту, не в ленту, неправильно сказала, в мой плейлист на YouTube-канале, то там каждая вторая тема — выбрать себя, принять себя, полюбить себя, выбор своего пути, и все в одном духе, да, как управлять мыслями, как... Ой, микрофон, прошу прощения. Я нечаянно. У меня тут еще микрофон, я раньше-то всю жизнь трансляции без микрофона вела, тут у меня сейчас новый дружок, и я такая думаю, что же мне такое мешает? Вот прицепила неудачно. Вот, путь ошибок, да? Опыт. Я даю этому ценность, в следующий раз я сделаю это немножко иначе. Итак, возвращаемся к тому, что несмотря на огромное количество, казалось бы, повторяемых тем, да, и про отношения, про выборы, про мысли, и про слова. Ну, блин, оно актуально. Знаете, какой сейчас самый актуальный ролик по статистике за последний период? Я уже сбилась, с какого количества YouTube-каналов у меня супруг ведет, да, ну 2 минимум. Как остановить мысли? Вот вы знаете, как мысли останавливать и как ими управлять? Кто знает? Поставьте, пожалуйста, плюсики или там как-то вот обозначьтесь, кто уже владеет этим искусством. Ну, безусловно, те, кто у меня в клубе, а здесь я вижу уже 3 из клуба, девчонки, привет, я вас вижу, знаете, да, как в аватаре, я тебя вижу. Я очень рада, что вы здесь. Вот те, кто в клубе, те, кто регулярно смотрит трансляции, конечно, они этой техникой владеют. Безусловно, этой техникой владеют все те, кто прошел авторский курс «Твой путь», а их здесь тоже уже какое-то количество есть. Вот. Ну, поставьте плюсики те, кто не был на всех вышеперечисленных. Да, добрый вечер. Мероприятиях или кто не состоит у меня, кто умеет останавливать мысли. А если подарок сделал к Новому году? Кто сам себе подарки делает к Новому году? Шла в магазин и увидите, какую штуку купила. Год изобилия.
Наташ, привет. Вот. Да, посмотреть на указательный палец, совершенно верно. Ну не просто посмотреть, там же еще дела поделать надо. Короче, кому нужна практика, как останавливать мысли, напишите, пожалуйста, мне в личку, а еще лучше подпишитесь на нас YouTube канал Freedom Тренинг Центр, и там есть эта практика. Вот. Ага. Просто смотреть на палец это не помогает. Тоже кружку себе в подарок заказала с героями с детства. Классно. Ну вот. Не, я золотую увидела. У меня 2 моих любимых, к сожалению, что-то как-то вот пришли в негодность. И вот я увидела такая, думаю, хочу. Угу. Ну так что у нас? Кто умеет мысли останавливать? Кто умеет выбирать мысли? Кто умеет пребывать в моменте? Добрый вечер всем, кто присоединяется. Пишите в комментариях. Медитация. Ну, как вариант, да, соглашусь. Еще ваши версии или ваши практики. Поделитесь, пожалуйста, как оно у вас, что получается. Ни разу не получилось. Угу. Настя, а ты практику-то знаешь? Ты же практику-то знаешь, как останавливать мысли? Ну, всем, кто в эфире, давайте попробуем еще одну практику, кроме той, которую вы получите, если подпишетесь на наш канал, или напишите мне в личку, или напишите в комментариях к этой трансляции «Хочу практику», да, я дам другую практику сегодня. Вот. Надо же разнообразие внести, что повторяться-то? Там это уже есть, повторяться поэтому не будем. Сейчас даю, вот у нас, потом ее можно будет тоже вырезать, да, 8 минут, 8 секунд. Итак, практика. Вы прямо сейчас, скорее всего, или сидите, да, или лежите. Вот почувствуйте все свои, всю ту часть тела, которая у вас каким-то образом соприкасается со стулом, с диваном, с креслом, с той поверхностью, которую вы занимаете, с кроватью, те, кто лежит. Вот прямо почувствуйте прямо сейчас. Ваши стопы и все внимание туда. Ваши колени, бедра, спину. А насколько спина расслабленная прямо сейчас? Сделайте вдох-выдох. А вообще вы дышите, да? Нет? Насколько глубоко вы дышите? Я вот прямо перед трансляцией взяла себе масло радости, намазала, и вот как-то это... Мне дышится радостно. А как вам дышится? Живот дышит, да? Нет? Он расслаблен у вас? Ключицы. Дыхание какое у вас? Грудное. Животом дышите. Плечи опущены, да? Нет. Насколько тело расслаблено? Вот этот чудесный день подошел к концу. Вот прям почувствуйте всю тяжесть вашего тела на поверхности, которую вы занимаете. Я уже перечисляла, повторяться не буду. И самое главное, почувствуйте землю под ногами. Она вас держит, вы на нее опираетесь. Все свои точки опоры сейчас, вот прям вот опора, она внутри. Да, всем добрый вечер. Вот опора внутри. И вот соединяйтесь прямо сейчас с этой опорой. Я в своем теле, я в своем центре, я чувствую опору. Угу. Опора – это ваш скелет, ваши кости, ваш позвоночник, ваши бедра основательные, ваши ноги. Это все опора, и она у вас есть на самом деле всегда. Те, кто не знал, как обрести чувство опоры, это на самом деле уверенно встать на ноги и сказать себе «я есть». И свою опору я забираю себе прямо сейчас. Но у нас практика другая. Вот прямо сейчас мы останавливаем мысли через что? Через то, что вы, погружаясь в состояние ощущения своего тела, связи со всеми поверхностями, с которыми вы соприкасаетесь, в этот момент у вас мыслей в голове точно не было. Поставьте плюсики, у кого так. У вас не было мысли о том, как же моя попа сидит на этом стуле или на этом кресле или на этом диване. Вы просто чувствовали свои бедра, вы просто чувствуете сейчас свою спину, живот, который дышит или не дышит по каким-то причинам, диафрагму. И когда мы находимся в состоянии чувствования и осознания своих чувств, мыслей в голове нет.
И теперь мы переходим к еще одному мощному инструменту, который называется осознанность. Я осознаю себя вот в этом моменте. Вот прямо сейчас, вот в эту секунду я осознаю себя, держащий телефон, скорее всего, да, или сидящий у компьютера. Вопрос, кто через какие каналы смотрит эту трансляцию. Кстати, напишите, мне даже интересно, кто у нас ВКонтакте, кто в Ютубе, кто где. Сколько вот из тех людей, ну, понятно, что ВКонтакте я вижу, вот сейчас у меня прямо сейчас 12 человек, да. Как вы получили информацию и через что вы зашли на эту трансляцию? Прям даже интересно. Спасибо за сердечки. И чем чаще мы пребываем в наших чувствах, тем меньше мы думаем. А что я чувствую к этому человеку? А я выбираю с ним, вот сейчас переходим, прям резко переходим к теме наших, к теме, которая заявлена, и к теме, которая волнует большинство из тех, кто задает даже вопросы в личку. Разводиться мне или нет? Контакт. Ага, благодарю. Продолжать отношения мне с партнером или нет? Двигаться мне в желаемую сторону или нет? А получится у меня это или нет? А внутри у вас на самом деле решение какое? В какую сторону двигаться? В сторону того, чтобы продолжать ссориться с партнером? Что вы выбираете? Или строить отношения? Выяснять и ругаться и доказывать? Или мириться, или желание понять? Вот понимаете, в каждую секунду времени мы делаем выбор. Или отомстить, или дать любви. Или поругаться, или помириться. Или узнать, или доказать. Или слушать, или говорить. Да, конечно, вы можете сказать, что одновременно мы иногда и слушаем, и говорим, и доказываем, и объясняем, но это все из любви и так далее. Но в своем большинстве действие, как правило, какое-то одно. И это действие продиктовано или любовью, или ненавистью, или злостью, или спокойствием, равновесием, или еще каким-то чувством. Бывает, конечно, целый синтез чувств, да? Но даже этот синтез направлен на что? Направлен куда? И вот то, с чего мы с вами начали этот эфир, та самая осознанность, она и формирует ваш выбор. Мысли о том, что все близкие, окружающие хотят причинить нам боль, хотят нас обидеть, хотят нам навредить, хотят от нас что-то поиметь, очень вредные мысли, которые мешают жить. Да, Настен, добрый вечер. Если мы до сих пор в убеждениях, что мир нас заставляет страдать, он нас наказывает, он хочет нас обидеть, это мысли ребенка, которые мешают жить и которые не дают расширения, не дают возможности повзрослеть и не дают возможности, самое главное, посмотреть на этот мир объективно. Это мысли, на которых дальше у сознания, знаете как, которая смотрит через очки обиды, призму обиды, да? Призма где? В очках. Очки обиженного ребенка. Может, пора очки снять. А если я выбираю посмотреть из любви на ситуацию, если я выбираю посмотреть на ситуацию из равновесия, то какие мысли у меня будут, то какое состояние у меня будет? И, соответственно, выбор каких решений придет в мою жизнь. Что я буду выбирать для себя, для партнера? Да, безусловно, возможно, вам давно пора расстаться, а мысли, которые помогают вам, и продолжаете вы через эти мысли пинать дохлую лошадь ваших отношений, возможно, уже давно и не нужны. Потому что мне вопрос в личку прозвучал от девушки, у партнера которой давно живет на 2 дома. Но он типа выбрать не может. Да, он не может выбрать, он может, ему так удобно вообще. Вопрос: я продолжаю выбирать партнера, который живет на 2 дома. Я продолжаю выбирать того, кто вытирает об меня ноги. Мне это зачем вообще? А ему нормально, та терпит, она ждет, что он к ней придет. И эту все устраивает, она боится, что он от нее, как уйдет или не уйдет, она боится потерять этого партнера.
И всех все устраивает, и в этом вся правда жизни. И мужчине этому выбирать вообще не надо. Он весь страдает, он несчастный, обе женщины его жалеют, и все в шоколаде. Одна в надежде, что он вернется, другая в надежде, что он уйдет от жены, а он в шоколаде, что ему ничего не надо делать. И до тех пор, пока одна из этих женщин, из этого треугольника не сделает выбор, задница будет для всех. И так во всем. Добрый вечер. О, какие люди. Так неожиданно. Сегодня вижу очень много лиц, кого я не видела, не слышала очень давно. Очень рада вас видеть. Понимаете, какая секунда? До тех пор, пока мы сами не выбрали того, чего мы хотим, мы продолжаем находиться ровно там, где мы находимся, и жить ровно в тех условиях, в которых мы живем. Я этого не выбирала, кто-то будет кричать. Не врите, выбирали. Потому что здесь удобно, здесь не нужно ничего делать, здесь не нужно проявляться, здесь не нужно, ну даже здесь удобно посидеть, подоказывать вместо того, чтобы принять решение, куда-то пойти двигаться. Мы всегда ровно там, где нам удобно. Мы всегда ровно в той точке, которую мы выбрали. И вот это правда, на которую меньше всего, как правило, хочется смотреть. Если кто-то хочет выразить свою точку зрения, если кто-то хочет задать вопрос или поспорить, ребят, пишите. Да? На самом деле уже 17 минут эфира прошло, и вот сегодня мне хотелось бы больше поотвечать вам на вопросы. То есть, скажем так, я вектор своих размышлений задала, да? Могу уже сейчас прямо коротко подвести итоги того, о чем эта тема. Итак, первое. В каждый момент времени мы делаем тот или иной выбор. Наши мысли, они или помогают, или мешают. Но даже те мысли, которые нам мешают, нам почему-то выгодны. И только осознанность помогает нам избавляться от них, осознавать, что, возможно, эти мысли продиктованы некими программами. Например, все мужчины какие-то, они небезопасны, им доверять нельзя, да, и поэтому я лучше буду оставаться с тем, кто меня обижает, наименьшим образом, вместо того, чтобы разорвать с ним отношения и поискать кого-то другого. Потому что папа-то был еще хуже, мой-то хотя бы муж меня не бьет, в отличие от папы, который бил мою маму. С этим небезопасно. Да, он гуляет, да, он пьет, да, он там еще что-то делает. Но он же меня не обижает, так как с этим небезопасно. И поэтому я его выбираю. И поэтому я готова закрывать глаза на то, что он меня всяко-разно уже и унижает, и границы нарушает. Но зато мне с ним безопасно. Я не выбираю чего-то лучшего, потому что в этом наименьшем мне комфортно. Все то же самое я могу сказать в адрес женщин, конечно, то есть пусть мужчины на меня ни в коем случае не обижаются, потому что, женщины ведут себя точно так же, и мужчины порой с этим смиряются. То есть здесь уже не важно, муж и жена, просто я сейчас опираюсь на тот пример, который пришел ко мне из переписки. И этот пример приходит неоднократно. За этот год обратилось достаточное количество женщин именно с подобными ситуациями. Она привязана тем, что у нее маленькие дети, а муж пользуется этим, и вот что там происходит в семье, непонятно. Но так как эта тема наиболее горячая за последнюю неделю, я решила ее вывести на эфир. Естественно, я ни имен не называю, но надеюсь, что те, кто задавал мне эти вопросы, посмотрят этот эфир. И поставьте плюсики, кому из тех, кто присутствует сейчас, что-то подобное отзывается, и кому полезно то, что я рассказываю. И я с радостью, еще раз повторюсь, уйду на другую тему, которая актуальна для тех, кто сейчас присоединился. Первое. Ага, Аня, вижу, благодарю. Здесь и сейчас я забираю ответственность за свою жизнь. Здесь и сейчас я выбираю ответственность. Ой, сколько, девчонки, чего вас так много-то? Спасибо большое, благодарю. Спасибо, всех, спаси нас Бог, да, и благодарю. Угу, как интересно. Я вообще, кстати, знаете как, есть такая история, полезно. Угу. Пожалуйста, пожалуйста. Знаете, у меня всегда перед эфиром внутри есть запрос. Мое намерение, да, быть сегодня максимально полезной, эффективной для всех тех, кто будет на эфире.
и дать то, зачем люди ко мне приходят. И что происходит? В голове у меня были с утра одни мысли, днем другие, потом, то есть мы еще советовались, обсуждали, что будет на эфире, как оно будет. А сейчас я начинаю говорить, и идет совершенно третье, но что я планировала вот столько упомянуть, я говорю об этом уже практически 15 минут. Понимаете, какая история? Не я, но через меня. Да? То есть пространство руководит тем, что происходит через нас наилучшим и наивысшим образом. Как это раньше было, Паша говорит, как у тебя? Я говорю, надо, как удачно увидел. Ну вот. Поэтому вот конкретно вопросы, если вам отзывается, да, ну, благодарю за обратную связь, можете конкретно ваши вопросы задавать, и мы будем раскрывать эту тему. Вот если мы подводим еще дальше итоги, да, то я забираю ответственность, я осознаю, и я выбираю думать, о чем думаю. И самое тяжелое, знаете как, вот я же тоже постоянно хожу по тренингам и наблюдаю за другими, наблюдаю себя, наблюдая за всем тем, что даже в моих играх происходит. Сейчас территория денег, ближайшая будет 2 января. И у нас там тоже очень много вопросов про отношения было. Гордыня. Осознать, что я могу быть не права, а партнер прав. Гордыня мешает, состояние жертвы мешает выйти из защиты, посмотреть трезво на ситуацию и понять, что партнеру тоже больно от всех действий. И вот мы живем с этими булавками, колем друг друга, вместо того, чтобы сесть, спокойно поговорить, да, и задать вопросы, которые волнуют. И живем вот в этих ожиданиях, а что он не догадается, или почему она не понимает? А она не понимает. Это вы знаете, чего хотят женщины? Того, чтобы мужчина слушал до конца. Для того, чтобы мужчина переводил то, что думает женщина. И женщинам это нужно тоже. Те мысли, которые транслируют мужчины, я могу сказать с ответственностью уже 80% с большинством женщин, с которыми я общаюсь, она говорит, ну что, непонятно, что я за этим имею в виду? Нет, непонятно. Поэтому самый главный вопрос, чтобы мысли и домыслы, самое главное, не мешали в отношениях, спрашивайте, я правильно поняла? Ты вот за этой фразой вот это имел в виду? Уточняйте и переспрашивайте бесконечно, если действительно хотите наладить диалог и быть услышанными, быть понятыми, и хотите сами услышать и понять, что вам транслирует партнер. Давайте я расскажу просто нашу историю, да? На чем еще основан этот опыт. Много таких примеров было. Вот буквально недавно, да, вот, как мне нравится очень цитата Марины Таргаковой, да, кто знает ее, поставьте плюсики. Она говорит такую штуку, что исповедь лучше любой терапии. И я расскажу, естественно, это с разрешения Паши, то, как это происходит у нас, да, то, как мы выбираем. Едем мы как-то с работы, размышляем, ну, то есть не совсем с работы, то есть спасибо большое, Паша, он забрал меня из точки N, да, что называется. Он меня забрал, и мы размышляем про планы на январь, февраль и дальше на полгода. Ага, спасибо большое за плюсики. Для меня это как обратная связь, что вы на связи, что вы слушаете, что вам интересно и понятно. Вот, и размышляем про март, февраль, про апрель, про наши планы с фестивалями, с кем партнеримся, не партнеримся. У кого какие планы, у кого какие мысли сейчас уже выстраиваем. То есть у меня есть какие-то свои мысли, у него есть свои. Мы вот все это придумываем. И, как правило, у нас, вот если бывают вспышки, вообще на ровном месте. То есть вот ни у кого не было цели как-то задеть или обидеть. И просто Паша говорит, давай сделаем в апреле, а я говорю, давай сделаем в марте. Нет, я говорю, только в конце апреля, потому что в марте уже есть вероятность того, что я буду партнером на фестивале. Ну, я говорю, кстати, я предложила девушке, говорю, буквально сегодня был разговор, который длился там 5-7 минут и возможность запартнериться. Что я слышу дальше? Ну, ты, как всегда, наобещаешь, а потом... И я говорю, подожди. То есть, и там еще какие-то фразы были, вот я сейчас не помню, поэтому я не буду преувеличивать. Но во всех 3 предложениях, которые были озвучены Пашей в продолжение моей фразы о том, что я разговаривала с девушкой, было
ты то-то сделаешь, это сделаешь, пятое сделаешь, десятое сделаешь. И у меня на ровном месте поднимается агрессия, потому что все, что он перечислил, вообще никак не фигурировало в нашем разговоре. И у меня поднялась агрессия, но кто знает дизайн, да, то есть я еще даже не понимаю, что она поднялась. Развелась, но почему мне так плохо? Ага. Елена, я тебе отвечу на вопрос, сейчас вот эту историю свою расскажу. И суть в чем, да, то есть я даже не осознала, насколько у меня поднялась агрессия, потому что для меня вот это вот, ты вот это вот наобещаешь, ты вот этого не было. И дальше, когда мы начали выяснять, я говорю, ты почему так сказала? Он говорит, я основываюсь на прошлом опыте. Я согласна с тем, что у нас в прошлом этот опыт был однократно. И этот опыт, который, вы знаете, привел к скандалу, что когда мы делали самый первый фестиваль, я, не спросив у нашей команды, да, привела, не помню, то ли партнера, то ли тренера, то ли еще что-то, не согласовала. Хотя мы договаривались, мне как-то человек понравился, я была уверена, сама за всех решила. Вот. И это привело к тому, что мы, то есть это была такая вспышка у нас, после которой мы договорились всегда согласовывать. То есть если мы кого-то берем на фестиваль тренером, партнером, организатором, тем более уж там, да, то есть или совместно что-то будем делать, мы всегда это обсуждаем. Естественно, я это помню, и вот эти вспышки мне точно так же не нужны. И когда ты всегда вот так, да, вот эта вот фраза, дорогие мужчины, дорогие женщины, запомните, нельзя на человека смотреть из вчера. Даже вот сегодня, да, у нас наши партнеры, они другие, чем были всегда. И вот эти фразы, они категорически бесят, раздражают. И вот даже вот этот момент, да, у меня поднялась агрессия. Дальше у меня была эмоция за то, что за меня решили, что я якобы рассказала, чего не было. А у Паши пошла реакция на то, что он говорит, я вообще не хочу разговаривать, я с тобой спокойно разговариваю, я просто рассуждаю. Я говорю, прикольно, рассуждаешь за меня, да, то есть для меня это было еще нарушением границ. Ты не так меня поняла. И вот дальше потребовалось примерно полчаса, спасибо большое супругу, он прям очень сдерживал все свои эмоции, он так и остался ровным, говорит, Люд, я не буду продолжать. Сейчас это уже не ты. Я говорю, почему ты так сказал, зачем ты так сказал? То есть это было вроде как ровно, спокойно, без оскорблений, но внутри, да, по сути, это практически был скандал. В общем, мы закончили наш разговор, если подводить итогу, к чему? К тому, что болезненная реакция, которая основана на прошлом нашем опыте, что я позволяю себе агрессировать, а он позволяет себе делать выводы, опираясь на какой-то прошлый опыт. И вот этот вот самый прошлый опыт не дал нам возможности посмотреть, что сейчас, откуда родилась моя агрессия, а он не захотел продолжать разговор, потому что агрессия родилась. Он говорит, я же не агрессирую, я же тебя слушаю. Я же просто рассуждал. Я говорю, откуда я знаю, что ты просто рассуждал? Ты бы у меня спросила. Я говорю, о чем? О том, что ты приписываешь мне мои же мысли? И вот дальше нас от реального скандала спасло только желание все-таки дойти до сути, да, и выяснить до конца, кто и на что реагирует, кто и что на самом деле имел в виду под конкретной фразой. И вот здесь задача не выворачивать, не перестраивать, а уточнить. Я говорю, я не помню, как ты сказал. Меня задело, что я наобещала. Я ничего не обещала. Он говорит, я не так сказал. Я говорю, тогда вспомни, как ты сказал. Возможно, кому-то из вас вот такие вот детали и подробности не потребуются. Но если речь идет о том, что доходит до развода, то, как правило, вы знаете как... Все складывается из мелочей. Один не понял, другой не понял. И вот есть какие-то фразы, да, которые являются для нас триггерами. И для меня триггером явилось то, что за меня решают, то, что нарушает мои границы, говорят, ты, да. Я говорю, ты же вообще как специалист знаешь, что вот это вот я высказывание, да, очень важно. Я так понял, что ты нам обещал, или не спрашиваешь, за меня решаешь, уточняешь. Во-первых, там, да, еще какие-то моменты.
То есть дальше я уже пошла разбираться, почему у меня это вызывает агрессию, да, мне для этого потребовалось. То есть вот эта вот эмоция, когда мне переписали то, чего я не делала, меня обвинили в том, чего я не делала. И здесь, конечно, уже привет из детства, привет из моего первого брака. У Паши тоже на реакцию, там, да, что вот женщина ведет себя агрессивно там, да, на ровном месте, а ровное место, оно не ровное, да, оно всегда имеет основание. И вот здесь вот в любом конфликте это возможность посмотреть на то, на что было на самом деле у вас, не связанное с этим партнером. Понимаете, если вас что-то триггерит, то это партнер вам помогает посмотреть, а на самом ли деле на меня кто-то хотел нападать? Мы потом дальше поговорили, нет. Ну нет, не было желания напасть, но формулировка была такой, что я ее приняла за нападение. И это явилось поводом для моей сессии. Нет никого, есть я, есть возможность посмотреть на свои выборы. И я выбираю психовать, обижаться, злиться и мстить в этом разговоре и доказывать, что я права. Я остановилась и выслушала его точку зрения. Тем более, что он пошел мне навстречу в том, что спасибо ему огромное, он не поддержал вот эту возможность скандала, да, он оставался ровным и спокойным. Дальше следующие фразы. Я признаю, возможно, я не права. С обеих сторон. Да, я признаю, скорее всего, я не прав. И кто из нас что имел в виду? Вот это самое тяжелое в отношениях, если мы действительно хотим их строить, а не рушить. Осознать, я хочу помириться, или я хочу доказать, или я хочу, чтобы слушали только меня, или я хочу услышать партнера, потому что я строю отношения. И вот за этим начинается предельная честность. Я делаю все, чтобы развестись, потому что меня партнер бесит. Или если даже я хочу развестись, но я хочу до конца понять, как это про меня, чтобы в следующих отношениях, да, и без них не было так плохо. Понимаете, какая история? Вы можете развестись, вы можете скандалить, вы можете доказывать. Но этот скандал, он внутри вас, бесполезно разводиться, есть смысл здесь выяснить, что партнер имеет в виду, и связано ли действительно, что он имеет в виду с вами, или не связано. Какие важные слова для меня на сегодня. Спасибо, что делитесь, очень знакомо. Да, дорогие мои, раз у меня вокруг поднимаются такие вопросы, раз я сама с этим живу, да, то, скорее всего, ко мне приходят ровно те, кого это коснется. Еще раз повторюсь, нет смысла гулять по бракам, нет смысла менять партнеров. Я это еще поняла в первом браке. Из первого брака я вышла абсолютными друзьями. То есть у меня второй брак сейчас, да, совершенно другой партнер, но здесь привет из детства. Паша периодически для меня копия моего отца. Да? Я разделяю своего супруга и своего папу. Я это разделила. Теперь я понимаю, что разделив отца и мужа, да, я вытаскиваю, вот мысленно беру, из фигуры мужа достаю папу. Тогда что остается? Остается все равно мои отношения с мужчинами, мои отношения к мужчинам. И мое доверие или недоверие к мужчинам. И моя степень того, насколько мне с ними безопасно. И вот ключевые слова: Люд, неужели ты думаешь, что я хочу тебе зла? Я говорю, так и я не хочу зла. Я говорю, так давай разговаривать. Он говорит, а смысл? И вот дальше следующие обидные слова, которые опять меня чуть не взвинтили. Я думаю, что дальше будет так же. У нас уже это уже происходило. Я говорю, а давай мы сейчас поговорим так, чтобы дальше уже такого не было. Чтобы перестать так делать. Вот понимаете, нет смысла от скандала к скандалу, который, ты, короче, как обычно, да, поругались, ушли, потом вроде все наладилось. Оно не наладилось. Это те угольки, которые постоянно тлеют, но как только в них там попадает бумажка, спичка или еще что-то, они вспыхивают заново. Понимаете? Потому что, уже за 7 лет брака вот этого, да, и за предыдущие 17 лет браков первого, никакое замалчивание и вот это вот нежелание идти дальше в конфликт, оно никак не помогает. Понимаете? Никак. Но опять же, я могу сказать точно, да, если мы говорим, что какие мысли мешают. Мысли о том, чтобы ругаться до талого, или мысли о том, чтобы доказать что-то, или мысли о том, что он меня все равно не поймет или не услышит. Да, они все равно не слышат, да, он будет стоять на своем, да, от него ничего хорошего ждать нельзя. Вот эти мысли, они категорически мешают
налаживать отношения. Да, он все равно не поймет, да, он там тупой такой, как его мама, там, или она такая тупая, как ее мама. Да, с ней бессмысленно разговаривать. Если такие мысли есть, разводитесь. Ну нет, блин, а вдруг я еще тупее найду, да? Ну терпимо же, типа же терпимо. А зачем терпимо? Понимаете, что мы входим с вами в эру такой ясности, кристальности, прозрачности, честности и жизни и сердца, да, что вот сейчас все, что мы думаем, будет очень сильно влиять на наше физическое состояние. И жизнь постоянно нас будет подтягивать к выбору, идти своим путем и разгребать эти завалы, понимаете, будет создавать неудобства гораздо больше, чем раньше. Как только появляется вот эта возможность жить в ясности, в собственной честности, в чистоте, то любые разборки и скандалы, вот это уже какое-то, знаете, такое вот, какое-то такое состояние, не, я в этом быть не хочу, не, я выбираю другое. И я выбираю этот же завал разобрать прямо сейчас, чтобы опять войти в свою кристальную честность. Я сейчас говорю через самое понятное нам и через самое то, что самое актуальное для любой женщины, для любого мужчины, да, это семья или просто партнерские отношения. Но это касается всего и работы, и отношений на работе с начальниками, с коллегами и вообще, в принципе, с какими-то сотрудниками. Это касается всего. Если нет этой ясности, мы каждый день идем в некое напряжение, да, и вот на работу такой, я за ребенком сейчас наблюдаю за своим, и у меня прям сердце болит, потому что, ну, вот есть один друг, а есть там несколько врагов, и для него я ненавижу школу. Я говорю, сын, ты не школу ненавидишь, а конкретных одноклассников, да. Я говорю, ну они тебя подталкивают, да, дала ребенку подушку, проорались, выговорились. Я говорю, что ты его хочешь убить? На, вот подушку, а теперь что? Я говорю, скажи, я имею право на свою злость, я имею право на свои чувства, я имею право себя защищать. И вот скажи так, как ты хотела бы сказать. Я говорю, почему ты на бабушку можешь, а с ней безопасно, да, на одноклассника не можешь, он может меня ударить. Я ему сдачи дам, он сделает больнее, и вот он страх, да, и вот что с этим делать? И вот как? Я говорю, пойдем туда? Не хочу. И вот здесь ступор, и вот здесь дальше уже есть мне там право прогибать волю ребенка? Ну нет. Я говорю, давай мы или что-то с этим делаем, или дальше ты идешь в школу. Я иду в школу. То есть он продолжает выбирать этот опыт. Я уже отправила ребенка на карате. Я знаю еще нескольких преподавателей, которые бы научили его защищаться. Но он не выбирает защищаться. Я говорю, ну другой альтернативы нет. Выслушать, поддержать, встать на сторону того, кому больно, услышать. И для этого что нужно сделать? Свое собственное эго засунуть куда подальше. И быть внутри очень взрослым человеком. Потому что, еще раз говорю, через очки обиды увидеть ничего невозможно. То есть, если вы смотрите через очки обиды на партнера, договориться вы никогда не сможете. Сначала нужно снять очки обиды и понять, что нет никого, кто хотел бы нам причинить зло. Нет никого, кто хотел бы нас обидеть. Если нам куда-то попали, то это наше. Вопрос, насколько оно глубоко. И вот на днях, когда я разбиралась со своим вопросом, я поняла, что вот эта вот тема, да, вот эта вот небезопасность от мужчин, она у меня настолько глубоко, что когда вот я образ рисовала, там ребенок буквально в пеленках. То есть, возможно, была некая агрессия со стороны папы там, в адрес мамы, потому что, вот, что мужчина небезопасен, на поверхности раскопать было практически нереально. Мне говорят, ой, я тему папы закрыла. Я говорю, дорогие мои, давайте не будем в иллюзиях, что тему папы и мамы мы закрываем очень быстро. Мне 44 года. Свыше 20 лет я практикую. Больше 15 лет я веду тренинги, практики и все остальное. И вот есть что-то, вот понимаете, один слой, второй слой, да. Казалось бы, тему мамы с папой закрыли, да, а все, казалось бы, все. А поднимается какой-то такой слой, который вот, знаете как, вот уже мы закрываем сначала свои взрослые годы, потом подростковые, потом детство, потом возраст до 3 лет, а потом начинается самое тяжелое, что раскрывается очень медленно.
И там самый большой пласт вот этих вот программ, блоков, обид и претензий и всего остального, что мы видели, но в чем даже не участвовали, но что так или иначе повлияло на нас и на формирование того отношения к мужчинам и женщинам, которое у нас есть. И здесь без помощи специалистов никак. Но это очень важно пересматривать и с этим работать, потому что это влияет на доверие к жизни, на принятие к себя, на доверие к партнерам, на смелость в своих действиях, на готовность идти куда-то. Когда мир безопасен, я могу вот чувствовать свою опору, да, то, с чего мы с вами начали, и смело и уверенно идти в свою жизнь. Поэтому я знаю, ну, знаете, когда у нас было на одном фестивале 60 тренеров, на другом 30, я не знаю, какое количество у меня сейчас действующих специалистов вокруг, да, тренеры, коучи, практики, психологи, ну, короче, там море. И все постоянно занимаются тем, что вот подчищают какие-то вот такие вот по мелочам. Одно всплывает, другое, другое. И везде вот этот фундамент. Мир опасен или не опасен? Мир нападает или поддерживает? Бог меня любит или наказывает? То есть базовые программы, да, они вот эти вот. И раз вот жизнь подбрасывает, ну на тебе еще, я думаю, ну все, у меня-то точно тема закрыта. Я вас умоляю, понимаете? Это так кажется, что у нас все закрыто, что мы это уже прошли. Да, бывают такие состояния даже на полгода, на год, а бывают такие вот моменты, когда жизнь, ты выходишь на новый уровень трансформации, я сейчас планирую, да, выходить в масштаб, там, на сцену, там, я уже вам рассказывала про свой спектакль, и там еще большая степень проявленности и свободы нужна говорить вот настолько искренне о каких-то таких болях. То есть вот для меня сейчас вот возможность рассказать вам вот о том, что когда из прошлого рассказываю, это одно, а когда я рассказываю про свое настоящее, это вот пойти в свою уязвимость, еще в большее доверие жизни. Понимаете? Для того, чтобы быть услышанной, для того, чтобы помогать, и вот для того, чтобы рассказать о том, что а я-то, блин, не идеальна, у меня тоже есть болячки, у меня тоже есть проблемы, у меня тоже есть какие-то затыки, там, да, вот какие-то вопросы, которые мне приходится решать. Знаете, вот, ну, конечно, очень приятно услышать вот на одном из ближайших мероприятий, которое вот было недавно, мне сказали, леди совершенства. Мудрость может быть только в том, чтобы принять несовершенство. Нет совершенства. Совершенство в несовершенстве. Совершенство в наличии всего, понимаете, и света, и тени. Но есть смелость посмотреть в эту тень, есть смелость с ней разбираться, есть смелость даже рассказать об этом. У меня, как у всех людей, есть вопросы по здоровью, которые я решаю, да, и то есть, кстати, у меня на тренинг, ну, я вам уже говорила, я думала, ну, то есть сейчас все колбасят. У кого-то там чистка пошла через заболевание, там, да, но он же тренер, что это он болеет? Ребят, у меня очень много классных, высокоуровневых тренеров, которые сейчас болеют. Мы через болезни очищаемся, это нормально. То есть то, что невозможно осознать своим умом, легче отпустить через болезнь, проболеть. Да? То есть дать возможность через болезнь прожить и выпустить те эмоции, которые вот в нас накопились. Слезы, слюни, сопли там, или еще что-то. Что это такое? Это через температуру, кашель и насморк дать возможность каким-то болячкам, накопленным через психосоматику, выйти. У кого-то отравление, тоже чистка идет колоссальная. У меня давление такое, думаю, с чем давление связано? Очень интересно было посмотреть, да, на то, что вот давление, ну, то есть такая, думаю, вот болезни у всех по-разному, давление я на себя давлю. А потом спрашиваю себя, я понимаю эту проблему? Нет, для меня это слепое пятно, да. И вот дальше самый большой страх, вот еще глубже, да, если мы идем, про что он был? То есть мы смотрели... Как не через болезни, у меня прям протоптанная дорожка поговорить с болезнями. Но разреши себе по-другому. Разреши себе тело слышать раньше, да, идти по дорожке, которая соответствует твоей жизни. То
То есть болезни это тебе говорят о том, что ну, вот какие-то конфликты у тебя разрешены, да, и через болезнь идет очищение, но ты упрямо идешь не по своей дорожке. Поэтому болеешь, душа плачет, ты не идешь туда, куда тебе надо. Когда мы идем по той дорожке, которая соответствует нашему пути, то там без болезни, там мы справляемся с тем, что нам нужно, да, но даже болезнь воспринимается как возможность получить ресурс, да, отдохнуть, наполниться, что-то осознать. Вернись на свою дорожку, кто ты, что ты, чего ты хочешь. А своя дорожка, когда я знаю, чего я хочу, когда я следую своим желаниям, когда я следую зову своего сердца. А свое сердце я слышу, да, нет. Вот если мы дальше говорим про то, что называется выбор путей, если я выбираю свой путь, и на этом пути есть абсолютно разные обстоятельства, но мы когда с ними справляемся, там ресурсная история. Понимаете, какая история? Ресурсная. Я с чем-то справилась, я такая, о, кайфую, потому что мне это прописано по жизни, я с этим справилась. Абсолютно гладких путей нет ни у кого. Давайте уйдем из иллюзий, да. Но оно легче, вот то, что мы говорили во всех эфирах, оно воспринимается не как что-то такое, вот с чем я никогда в жизни не справлюсь. Вот я не могу никогда в жизни ни с чем не справиться, если я иду, как говорят, не по своему дизайну, не по своему гороскопу, не по своему пути, не по своей дорожке, да, то там прям тяжело. Мы с чем-то справились и опустошение. А когда я иду по своему пути, то что бы мне там не было дано, оно мне интересно, я с этим справляюсь и еще и выхожу с ресурсом, даже если это болезнь. Очень многие мудрецы осознанно выбирают поболеть для того, чтобы вот, ну, какая-то доля принятия, ценность своей жизни, своего тела там или еще что-то, понимаете, возникает. Ну как легче? Ну давай через болезнь, да? Если вы по Паранамсу почитаете, там очень многих йогов, там, да, ну, мистиков и так далее, там очень многие описывают путь болезни. Но как они его описывают? Там нет жертвы, там есть история принятия, и там есть история благодарности к тому, что ну вот так вот, да, тело проживает опыт. А нам нужен абсолютно любой опыт, но на любой опыт я выбираю смотреть с принятием, любовью и благодарностью. Я точно справлюсь. Уходить в тело абсолютно. Абсолютно в тело. В любой ситуации, мы с этого начали эфир, в тело и через тело. Сейчас, еще раз повторюсь, те, кто не видел эфир, который был неделю назад, еще 2 недели назад, бессмысленно осмысливать мысли. Бессмысленными мыслями. Санджи, я даже понять не могу, что вы написали. Мысли нужно отпускать. Да? Я выбираю жить осознанно и выбираю смотреть, чем продиктованы мои мысли. То есть вот первое, что нужно сделать, остановить этот поток, а не осмысливать. В осмысливании нет смысла, а в осознании есть. В осознании своих программ, в осознании своего опыта, в осознании того, что я зависаю в этих мыслях, и я следую за ними, вместо того, чтобы остановиться и выбрать другой опыт. Смысл есть в этом. Сказать себе стоп и сделать выбор какой-то. Думать, о чем думаешь. Или максимально проживать телесный опыт и все, что происходит в жизни, да, то есть думать о будущем, думать о целях и думать, а как может быть еще лучше, оставаться в тех вопросах, полезные мысли, если мы говорим, да, это оставаться в тех вопросах, которые вам помогают. Как может быть еще лучше, как мне это помогает, как меня это расширяет, как мне увидеть. Через какой опыт я могу увидеть, что вот это и есть мое слепое пятно? Когда я осталась в вопросе про конфликты, да, ну пусть это, ну то есть пусть для меня это станет видимым. Все, тут же ситуация сформировалась, и я, так как она сформировалась, вот тот опыт, который я рассказала вам за последние 20 минут, да, у нас с Павлом, я поняла, что это же по моему запросу. Я захотела увидеть свое слепое пятно, про давление, про там, неадекватность, там, спасибо Насте Гуртовой подсветила, там, да, про то, что меня так беспокоит, где еще, какой конфликт у меня есть, в чем он происходит, где для меня до сих пор мир остается небезопасным, посмотреть в это.
Я запускаю эту мысль, она формирует в пространстве тот опыт, который нужно прожить, и я глубоко иду до конца в этот опыт, чтобы разрешить этот конфликт. Услышать себя, увидеть другого и увидеть, что за этим скрыто. Ситуация всем понятна, как мы вышли из ситуации вообще, кто слушает вот от начала до конца. Я смотрю, что количество людей в эфире не меняется практически. Это говорит о том, что вы слушаете. Надо пересказать коротко, с чего начали, к чему пришли, и вот какая схема была у нас во взаимодействии или нет. Дайте, пожалуйста, обратную связь, насколько понятно и ценно все то, что я сейчас рассказываю, потому что я еще отвлекаюсь на ответы на вопросы, да, и, соответственно, ухожу. Вот. Ну, собственно, то, чем я хотела. Сердечки вижу. А вы мне словами напишите, пожалуйста. Спасибо большое за сердечки. Так, спасибо, что делитесь сейчас на вопросы. Почему так плохо? Елене сейчас отвечу на вопрос. Дорогая моя, потому что ты развивалась на уровне ума, но не развилась ни на уровне тела, ни на уровне энергетики. Ты до сих пор замужем, ты до сих пор с ним конфликтуешь, ты до сих пор, Елене Шевченко, отвечая на вопрос, ты до сих пор чего-то доказываешь, ты до сих пор себя угнетаешь, ты до сих пор чувствуешь себя виноватой. То есть вот если я, как ты, я смотрю в пространстве на то, что с вами происходит, оно, как знаешь, как, ну, развелась и чё? А состояние безысходности, вот чего-то неразрешенного и непонятого, оно осталось. О чем это, конечно, я не могу сказать до конца, но это говорит о том, что энергетически вы еще в связке, да, то есть тот опыт, за которым вы пришли и стали партнерами друг друга, вы не прожили до конца. Поэтому плохо. Не высказались, не разрешили. То есть, знаете, когда... Мне очень понравилась фраза от моих друзей: нужно разводиться не тогда, когда плохо, а тогда, когда хорошо. Это вот как в фильме «Свадебный переполох» с Дженнифер Лопес, там, да, они вот накануне там, бракосочетания, они разговаривают, говорят: а мы зачем женимся? Не знаю. Не, ну вот правда, ну по привычке, ну были мы студентами там, да, а мы зачем женимся? Не знаю. Давай разведемся, давай разбежимся, давай, пока не сделали этот серьезный шаг, да, который ведет в никуда. Вот если реально в никуда, вам очень легко расстаться, понимаете? Все, отношения исчерпаны. Ты выбрал другую, иди, ты меня уже не выбираешь. То есть если у тебя появилась, мы возвращаемся к началу нашего эфира, да, если у тебя появилась любовница, это значит, что уже все, ты меня уже не выбираешь, я тебя не устраиваю телом, или ты ищешь кого-то другого. Даже если с этой любовницей расстанется человек и вернется, ну, к жене, например, да, все равно он подсознательно будет искать кого-то еще. Здесь уже что-то не то. А она подсознательно будет ему не доверять, а будет думать: ну хорошо, он от нее ушел, а вдруг он с ней переписывается, а вдруг он общается, а вдруг он сейчас ищет какую-то другую, я же его почему-то не устраиваю. И вот здесь вопрос к самооценке обоих партнеров. Понимаете? К обоим партнерам вопрос самооценки. То есть развестись в этом случае есть смысл? Я считаю, что да. Но если это была только не разовая акция, вот это только моя точка зрения, ребят, можете вот как бы ее не разделять от слова совсем. Если один раз по пьяни, а потом человек очень сильно зажалеет, да, и вот, то здесь простить можно, но здесь тогда мы прощаем тотально и безусловно. И не его, а себя за то, что вот, ну, позволили настолько нарушить границы, да, один позволил себе... Глубины нету, ширины достаточно. Интересная точка зрения. Ну, все обесценивает, а сердце ценит все и всегда. Но полностью согласна. Я не знаю, что вы имеете в виду под словом глубина, что под словом ширина. Вот. И в какой момент времени вы присоединились к трансляции, насколько вы давно знаете меня, чтобы так рассуждать. Да? Ну и да, вы имеете право на свою точку зрения про ширину, про глубину. Возможно, у вас ее гораздо больше. Вот, поэтому закончу мысль по поводу измен. Если это было однажды и по пьяни, ну, наверное, простить можно. Но простить тотально навсегда и вот вернуть вот это доверие. Если нет этого, то дальше начинается игра в манипуляцию. То есть тогда, когда из состояния обиды, при удобном или неудобном
случае женщина будет тыкать: ну ты же мне изменил, да, и вот пользоваться тем, что мужчина там что-то сделал. Вот это уже тоже не отношения. То есть когда мне выгодно, что он виноват, это уже не отношения, это уже созависимость, это уже там дальше куча разных слов, там психологических терминов, которые даже употреблять не хочу, понимаете? Но вот с моей точки зрения, ну кому-то такие отношения удобные, ребят, но это даже не обсуждается. С моей точки зрения, вы или доверяете друг другу, или нет. Мы или строим, или разрушаем. Мы или выбираем, или не выбираем. Я выбираю тебя в каждый момент времени. И делаю это осознанно. Какой там уровень любви, какой там уровень уважения, какой там уровень доверия, каждый из вас выбирает сам. Да? Кто насколько готов, кто насколько может открыть свое сердечко, кто насколько готов вот пойти вот в это вот тотальность, там, да, уязвимость. Тут дело уже каждого. То есть у нас иногда вся жизнь уходит на то, чтобы вот войти вот в эту уязвимость, да, и мы с тобой как одно целое. А потом, ну, там, у каждого свой сценарий. Но в любом случае, в любых отношениях это рост. Вот здесь полностью согласна, что когда двое ссорятся, виноваты оба. Я говорю поэтому, то есть раньше по времени я говорила о том, что нужно в первую очередь смотреть в себя, в свои блоки, программы, зажимы, отношения с отцом, или отношения с мамой, или отношения вообще, в принципе, к мужчинам там, или к женщинам. Да? То есть каждый смотрит себя. Ну что, дорогие мои, я думаю, что тему раскрыла достаточно на сегодня. Да? Час ушел, примеров было много. Мир зеркало. Нет никого, кто хотел бы причинить зло. Нужно разговаривать и нужно научиться слушать. А слушать нужно только при абсолютном желании что-то строить совместно. И взрослая позиция — снять очки обид, претензий и посмотреть трезво на все происходящее. И почаще себе задавать вопрос: а может быть, причина все-таки во мне? Вот это коротко, да, итоги 57 минут. У кого есть вопрос, пишите. И я еще сегодня обещала практику по исполнению желаний. Наше время волшебное. Еще у кого вопросы есть, пишите. Если хотите поделиться обратной связью по поводу услышанного, тоже поделитесь, мне будет это очень ценным. Такая тишина, я так понимаю, идет некое осознание. Слышать, прислушиваться, самое главное — делать выводы. Да, делать выводы, но прежде чем их делать, уточнять, а правильные ли я выводы делаю. Потому что сегодня на протяжении часа я говорила о том, что мы делаем одни выводы, а партнер имел, как правило, в виду совершенно другое. Откликнулась история. Да, Марин, поэтому и делюсь. Угу. До свидания. Большое пожалуйста. Уходить в тело, ну это для всех. Вопрос, Аня, напиши его еще раз, я его не видела. То есть я там комментировала, но сейчас попробую полистать. Так, не надо, надо, да, хочется коротко. Остаться ли мне с моим мужчиной или расстаться? Уходила, возвращала, и отпускать не отпускает, и ближе не подпускает. Ага, увидела. Сохраните, да мы обязательно сохраним. Вот смотри, уходить или не уходить, вот ты спрашиваешь, да, или оставаться мне с мужчиной. Ты задаешь от себя вопрос. Анна, я сейчас тебе отвечаю, да? А не отпускает или отпускает, вот здесь чудесным образом почему-то у тебя ответственность на нем. Перечитай, пожалуйста, свой вопрос, да? Очень интересно. Мне уходить или не отходить? Он меня отпускает, но не подпускает. А где здесь ты?
Санжи обязательно почувствуем. Байкалу огромный привет. Обожаю. Это первый Новый год, который мы не встречаем на Байкале. Ань, сейчас просто осознай вот то, что я тебе озвучиваю. Я выбираю, быть отпущенной или нет. Я выбираю, оставаться мне или нет. Я выбираю открыться настолько, чтобы меня подпустили, я стала сама безопасной. Я выбираю понять, что ему мешает меня подпускать или не подпускать. А так выгодно очень, да, то есть я выбираю, ну, то есть продолжать отношения или нет, но он меня не отпускает. Ну, типа, я-то тут ни при чем. До конца возьми, интересного, ни у кого не зависло, у тебя зависло. Ну, значит, в записи посмотришь. До конца возьми ответственность в свои руки. Я решаю, хочу я быть с этим мужчиной, строить отношения, выяснить, почему он меня не подпускает или нет. Или мне это уже все надоело, но мне очень интересно, почему он меня не отпускает. Да? То есть мне прям, ну, зависло, верю, хорошо, ладно. Ну, не знаю, то есть весь эфир не зависал, а сейчас что-то случилось. Угу. Еще раз повторюсь. Я выбираю, как мне строить отношения. Брать или не брать ответственность за все, что со мной происходит. Быть в этих отношениях или нет. Отпускать партнеров или не отпускать. Ну, не знаю, что делать. Зависло. У всех зависло. Пора завершать. Дорогие мои, у нас еще несколько... Нет, не закончился. Что случилось-то? Не закончился. Ой, 5 человек. Что случилось? Паш, как у тебя? У меня все хорошо, у меня все есть. Все зависло, пишет. Интересно. Ну, пускай переходит на канал. А кому я скажу? Уже на канал. Ну да. Дорогие мои, ну те, кто смотрит в других каналах, давайте сейчас сделаем практику. Очень жаль, конечно, что зависло. Не знаю, почему это произошло, что такое случилось, с чем это связано. Но ВКонтакте вот эфир завис. Давайте сделаем волшебную практику для тех, кто смотрит меня на других каналах. А у себя ВКонтакте я напишу потом, ну, чтобы переходили и смотрели в другом месте, запись выложу. Итак, сердечки от кого-то все-таки идут. Интересно. Ну ладно. Нужно сесть и лечь поудобнее, в каком бы положении вы ни были, да, займите самое максимально удобное и комфортное для вас положение. И мы делаем традиционную настройку «Я в своем теле, я в своем центре». Я у себя есть. И чувствуйте, что происходит у вас в области груди, живота. Дышим легко, расслабленно, комфортно. А теперь закрываем глазки. И очень важно, чтобы на лице у вас была улыбка.
сияющая улыбка. И сиять она должна прямо из вашего сердца. Должна, нужна. Пусть она сияет из самого сердца. И мысленно поблагодарите этот день и этот год за все события, которые происходили. Всех людей, которые были в сегодняшнем дне и в этом году. Все возможности, которые вы получили. Все цели, которых вы достигли. Все желания, которые у вас осуществились. Разрешите сейчас себе осознать, что очень многое вами было достигнуто. И пусть ваша сияющая улыбка благодарности наполнит все эти события, все вышеперечисленное. И представьте, как эта благодарность становится большой подушкой, на которую вы сели поудобнее и разрешаете себе помечтать. Загадать какое-то желание. И сидя на этой подушке, вы о своем желании тоже думаете уже с благодарностью о том, как оно сбудется. И вы отпускаете все события и обстоятельства о том, как это должно произойти. Ключевое и важное здесь – это ваше желание. И пусть оно исполнится наивысшим и наилучшим образом. Тогда, когда вы будете к этому готовы. И представьте, как исполнение этого желания сделает вашу подушечку еще больше, мягче, интереснее. У кого-то копилка желаний, а у вас подушка благодарности за исполненные желания, которой всегда есть место в вашем сердце. Потому что она целиком полностью соткана из света ваших улыбок. Делаем глубокий вдох, выдох. И возвращаемся в это пространство. Ну и тем, кто посмотрит все-таки до конца этот эфир в записи, я рекомендую сделать эту практику и буду с огромной благодарностью ждать того, что ваши желания обязательно сбудутся. Я благодарю вас за ваши вопросы, я благодарю вас за ваше внимание, я благодарю за то, что вы на наших каналах смотрите, пишете, передаете, возможно, записи этих эфиров. Я знаю, что есть и такие. Если у вас есть желание нас поддержать, отблагодарить, и вы можете это сделать, у нас есть специальная кнопочка на YouTube-канале. Все наши счета перевязаны к номерам телефонов. Вот. На полученные средства мы красиво украсим центры и счастливо встретим Новый год. Ну и, безусловно, они идут на развитие всех тех возможностей, которые мы создаем, да, для того, чтобы делиться знаниями, какими-то ценностями, вот такими практиками с вами еще больше.
Вот, и вкладываем в технические возможности какие-то, да, и ну, во многое что. Самое важное и драгоценное это что? Это наше с вами время. Поэтому я благодарю вас за ваше время, которое вы провели с нами. Ну и до новых встреч. Я подозреваю, что будет еще один эфир коротенький, как минимум, обязательно перед Новым годом. Да, мы подведем итоги. Дам еще какую-нибудь практику. 2 января я жду вас на игре «Территория денег». И для тех, кто оплатит ее до Нового года, она стоит 3500, а 2 января она уже будет стоить 5000. 5-6 января я в Новосибирске, 8 января «Территория денег» будет там. Поэтому до встречи или в Красноярске, или в Новосибирске, или по приглашению в любом из ваших городов. Марина Зубова. Людочка, благодарю за шикарную практику. Угу. Благодарю за эфир. Во благо, во благо. Спасибо большое за обратную связь. Ну, очень жду, как ваша практика, как эта практика, да, для вас создаст наилучшим и наивысшим образом все те события, которые вы потом пополните свою подушку благодарности. Вот. Но я рекомендую для тех, у кого какие-то события в голову не пришли, выписать их прямо сегодня, да, или завтра, или там, когда будет время, прям повыписывать. А за что я могу поблагодарить? У меня каждый день заканчивается тем, что я вспоминаю, а за что я могу поблагодарить этот день. И очень важная и очень нужная информация. здорово. Это где у нас идет? Это во Фридоме. А, во Фридоме? Ну вот, видишь, во Фридоме трансляция продолжается. Какое счастье, что кто-то перешел туда и смотрит. Угу. Ну, у меня на сегодня все. Если вы хотите какие-то еще события или мероприятия, о которых я сегодня не упомянула, у нас их много, точно так же, как, например, авторский курс «Твой путь», который будет у нас в следующем году уже, пишите все, что вам интересно. Вот. Мы всегда открыты для партнерства, для сотрудничества и для того, чтобы давать максимум ценного из того, что мы можем. Поэтому всех обнимаю, всех благодарю. Всем самых приятных подарков и сюрпризов и перед Новым годом, и в Новый год, и в следующем году. Вот. Надеюсь, что вы успеете завершить все ваши дела самым наилучшим и наивысшим образом. И подарки сделать, и получить подарки, отправить поздравления, навести порядок и красиво завершить этот непростой год. Поэтому благодарю вас и до новых встреч. Пока-пока.